Тысячи людей знают Фрэнка Каприа как бесстрастного судью. В ТВ-шоу «Пойманный в Провиденсе» он изучал юриспруденцию в вечерней школе, работая учителем, и был назначен адвокатом в 1965 году. 20 лет спустя он стал главным судьей муниципального суда Провиденса. И с тех пор он, очевидно, пользуется популярностью у членов городского совета, поскольку они переизбирали его 6 раз. Однако только в 2000 году в суде начали снимать ТВ-шоу, и Каприа также стал более широко известен и не в последнюю очередь из-за своих непредсказуемых, но справедливых решений. В шоу участвуют реальные люди и реальные судебные дела. И хотя некоторые могут считать его звездой шоу, Каприа не видит ничего легкомысленного в своей роли. «Я здесь, в суде не для того, чтобы быть артистом, моя главная роль — вершить правосудие», — говорит он. Тем не менее, это не помешало видеороликам на YouTube о некоторых делах судей стать вирусными. И один из таких эпизодов особенно привлек внимание общественности. В нем рассказывалось о женщине, которая явилась в суд с 2 дочерями на руках. Женщина оказалась перед судьей Каприа после того, как власти обвинили ее в парковке на тротуаре. Затем, когда ей был выписан штраф в размере $100, она не заплатила. Когда женщина прибыла в суд, Каприа больше заинтересовала беседа с ее 6-летней дочерью Дженис. Поэтому он вызвал девочку на трибуну, чтобы узнать о ней побольше. Он спросил ее, какие у нее любимые предметы в школе, и она ответила, что это математика и английский. Далее Каприа спросил, кем Дженис хочет стать, когда вырастет, и когда она сказала ему, что хочет быть учителем, он был в восторге. «Это замечательно. Это отличная работа. Таким образом, вы можете помочь другим людям улучшить свою жизнь, верно?» — сказал он. Однако в данном случае Каприа нуждался в помощи Дженис по другому вопросу. Он хотел, чтобы она помогла осудить свою маму справедливо и честно. И, к счастью, с мышления девочка согласилась на его предложение. Передав слово ее маме, Каприа спросил подсудимую, есть ли у нее объяснение. «Я поехала к дому моего двоюродного брата, чтобы забрать кое-какие вещи, у него была вечеринка, и я не хотела, чтобы кто-нибудь врезался в мою машину, поэтому я припарковалась на тротуаре», — рассказала женщина. Затем судья Каприа дал Дженис 2 варианта. Она могла взыскать с мамы все штрафы, что составило бы $300, или же отказаться от штрафов и заставить маму оплатить первоначальный штраф в $100. Но затем Каприа открыл 3-й вариант, он может сделать что-то доброе для мамы Дженис. Например, он может снизить штраф до $50. Или, если Дженис считает это справедливым, он мог бы вообще снять обвинение. И ее мама ушла бы от наказания, не заплатив ни цента. В ответ на вопрос Дженис решила, что самым справедливым вариантом было бы взыскать с ее мамы $50. Однако Каприа решил на секунду сменить тему. Он спросил Дженис, что она ела на завтрак сегодня утром. И ее ответ, похоже, тронул его. Дженис объяснила, что ничего не ела до приезда в здание суда и чертовски голодна. Тогда судья Каприа решил заключить сделку с ее мамой. Он сказал, что если женщина согласится купить своим детям завтрак после посещения суда, то он прекратит дело. Столкнувшись с другим вариантом, Дженис согласилась с тем, что завтрак был лучшим вариантом. Сердечно обняв судью Каприа, вышла из зала суда вместе со своей семьей, не уплатив ни цента. Возможно, неудивительно, что трогательное решение оказалось популярным среди зрителей. Вскоре видеозапись стала распространяться и в интернете. Более того, те, кто посмотрел ролик, с восторгом отзывались о судье Каприа и его приговоре, называя в комментариях его самым справедливым судьей. Бесспорно, мать девочки нарушила правила, но насколько важно, когда судья может принять решение по совести. Каприа понимал, что, взыскивая штраф, он практически забирает еду изо рта детей. Было понятно, что женщине и так было непросто с 2 детьми на руках. Его действия доказывают, что даже у людей, облеченных властью, могут быть самые мягкие сердца.
А действовать не всегда можно в рамках правил, так как на самом деле ситуации бывают разные и многое зависит от конкретных обстоятельств. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх и поделитесь им с друзьями. Спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.